Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Я сделала его на пуговичке. Посмотрите, какой прелестный воротник у меня получился. Я связала его небольшого размера. Длина по внутреннему краю у меня получился 37 сантиметров. В ширину такой воротник 6 сантиметров. Но можно связать такой воротничок и подлиннее по внутреннему срезу краю, и покороче. Сегодня я буду вязать немножечко поменьше воротничок. Хочу его связать для более маленького ребеночка. Вот так, наверное, уберу количество начальных звеньев, чтобы он был на более узкую шейку. Так, схема состоит из 10 рядов. Вязать его очень просто, быстро, так как мы берем толстую ниточку. Про нитки я скажу чуть позже. И на его вязание уходит буквально 1,5-2 часа. Справится даже начинающий мастер. Так что не переживайте, у всех все получится. Мы в этом видео все подробно разберем ряд за рядом. Можно сделать на завязочках, но я сделала петельку и пуговицу. Если вам нравится такой воротничок, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. И давайте приступим к работе. Первый воротничок, вот этот, я вязала из пряжи Альма от Камтекс. Это стопроцентный хлопок, он не мерсеризованный, матовый. Воротничок получился очень уютный, нежный, приятная расцветка. Цвет называется Икрю 0,80. В 100 граммах, так, это моточки по 50 грамм, в 100 граммах 170 метров, значит в 100 граммах 340 метров. Так, это как вариант, из какой пряжи можно вязать. Сегодня я хочу вязать белый воротничок. Возьму пехорку летнюю. Это также стопроцентный мерсеризованный хлопок, в 100 граммах 330 метров. Ниточка немножечко потолще. Если в этой 340, здесь 330 метров. Но это не принципиально. Так, цвет 01 белый. Как вариант. Так, это летняя. Можно взять детский хлопок. Он у меня также. Так, это летняя. Также 330 метров в этой нитке. Но отличается немножечко скрутка. Вот этот как-то порыхлее, а здесь ниточка поплотнее. Кажется, что она тоньше, но если натянуть, они одинаковые. Вот видите, можно взять и пехорку детский хлопок для такого воротничка. У меня вот много расцветок разных детского хлопка, так что выбираем приятные тона, кому какой воротничок нравится. Так, еще как вариант, что я могу предложить? Вот такие нитки Rose, они немножечко потолще от Vita Cotton. Здесь в 50 граммах 150 метров, значит в 100 граммах 300 метров. Цвет 39,50. Вдруг кому-то понравился. Я сейчас также вяжу из этой пряжи воротник. Вот такой цвет топленого молочка, тоже очень красивый. Так, я вяжу сегодня из белой пряжи, и крючок буду использовать так 2 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Хвостик давайте сразу оставим подлиннее, сантиметров 20-25. Этим хвостиком мы потом будем провязывать петлю для пуговицы. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и в начальную петлю провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, накид, в вершину вот этого кластера предыдущего под 2 ниточки вставляем крючок, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, накид, вершину предыдущего кластера провязываем столбик с накидом. Это у нас первый ряд. Провязываем вот такие капельки.
вяжем цепочку нужной длины. И количество таких звеньев должно быть нечетным. Вот на этом воротничке я вязала 39 вот таких капелек. И длина у меня получилась 37 сантиметров. Вяжем, но надо учитывать, что немножечко цепочка наша подтянется. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Ну вот моя цепочка готова. Я набрала 35 звеньев. И длина ее у меня получается. Прикладываем. Немножечко натягиваем. Вот 33 сантиметра. Но она еще немножко растянется после блокировки. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. Начальный столбик с накидом. Накид. Расщепляем вот так капельку. И в ее серединку под столбик провязываем первый столбик с накидом. Одна воздушная петля. И еще один столбик с накидом сюда же, в эту капельку. Вот такая галочка. Столбик, воздушная петля, столбик с накидом. Накид. Переходим к следующей капельке. Также ее раскрываем. И в нее провязываем такую же галочку. Столбик с накидом. Одна воздушная петля. И еще один столбик с накидом сюда же. Так, я забыла сказать, что если вы вяжете взрослый воротничок, то набираете количеством вот таких звеньев 45-47. Смотрите сами, какая у вас плотность вязания и какую длину воротничка вы хотите получить. Накид. В следующую капельку также расщепляем и провязываем галочку из 2 столбиков с накидом посередине арка из одной воздушной. Я забыла сказать, если вы вяжете воротник на взрослый размер, тогда набираем количество звеньев 45-47. Главное, чтобы было количество нечетным. У всех разная плотность вязания. Сами смотрите, какая длина цепочки у вас получается. Нитки разные мы выбрали. Так, продолжаем вязать самостоятельно. В каждую капельку провязываем по такой галочке. Подходим к концу ряда и вместе завершаем второй ряд. Итак, подошли к концу ряда, провязали последнюю галочку из 2 столбиков, накид и в начальную петлю провязываем кромочный столбик с накидом. Второй ряд у нас готов. Вот такой маленький воротничок у меня будет. Так, вяжем третий ряд. 2 воздушные петли. Подъема, начальный столбик с накидом 1, 2, разворачиваем, накид, и теперь в арку из одной воздушной петли на первой галочке провязываем 3 столбика с накидом. Первый, накид, сюда же под эту арку второй столбик с накидом, накид и третий столбик. Две воздушные. Переходим к следующей арке. Вот вторая галочка у нас. И в нее провязываем столбик без накида. Далее идет пико из 3 воздушных. 1, 2, 3 воздушные набрали. И в вершину последнего столбика без накида провязываем столбик без накида. И еще один столбик без накида сюда же, в эту арку, на этой же галочке. Вот так. 2 воздушные. И в следующую галочку под арку провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом сюда же.
провязали. И снова 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, пико из 3 воздушных, 3 петли сделали, и теперь в столбик последний столбик без накида и еще один столбик без накида сюда же под эту арку. 2 воздушные. Все, продолжаем вязать по рисунку. Итак, подошли к концу ряда, провязали последние 3 столбика с накидом в арку и делаем столбик с накидом вот в промежуток между начальным столбиком и галочкой. Провязали. Третий ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Если вам кажется, что вязание получается тугим, можете взять крючок побольше, 2,5 мм, но мне удобнее вязать таким крючком, поэтому смотрите на свою плотность вязания. Вяжем 4-й ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. Это начальный столбик с 2 накидами. Разворачиваем, делаем 2 накида, и сейчас у нас будет сложный столбик. Итак, вставляем крючок. Вот у нас группа из 3 столбиков в вершину первого столбика, вытянули ниточку и закрываем 1 накид. 3 петли на крючке. Снова делаем накид, вставляем крючок во 2 столбик, вытянули ниточку, закрываем накид. 4 петли на крючке. Накид, вставляем крючок в 3 столбик, вытянули, закрываем 1 накид. На крючке у нас 5 петель. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через 3 петли на крючке. Через 3 петли, 3 петли на крючке осталось. Теперь подхватываем через 2, мы этот столбик еще с вами повторим. 3 воздушные, накид, и теперь в вершину вот этого сплита из 3 столбиков вставляем крючок под 3 ниточки. Вот у нас треугольничек, в его вершину провязываем столбик с накидом. Закрываем попарно. Вот такой сложный столбик. 3 воздушные петли арка, 1, 2, 3, и снова вяжем такой сложный столбик. Сделали 2 накида, пропускаем пико и переходим к группе из 3 столбиков. Итак, первую ножку вяжем в вершину первого столбика, закрыли накид, накид, вторую ножку вяжем в следующий столбик, закрыли накид, накид, и третью ножку в 3 столбик, закрыли накид. Так, у нас на крючке сейчас 5 петель. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через 3 и попарно закрываем 1, 2. Вот такой треугольничек. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и в вершину сплита вот под 3 петли, под 3 ниточки вставляем крючок, провязываем столбик с накидом. Вот такой бантик у нас. 3 воздушные. Давайте еще раз вместе провяжем. Для закрепления материала сделали 2 накида, переходим к следующей тройке столбиков, также вяжем первую ножку, накид, вторую ножку, закрыли, и третью ножку, закрыли. Через 3, через 2, через 2, 3 воздушные петли, арочка, накид, и вставляем крючок под 3 нитки в центр бантика и провязываем столбик с накидом. Так,
И далее снова арка из 3 воздушных. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последний бантик и делаем столбик с 2 накидами. Вот сюда. Прям под арку можно вставить крючок. Из 2 воздушных. Так, кромочку провязали. 4-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 5-й ряд. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. И в первую арку из 3 воздушных провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля, накид. И теперь в следующую арку нам нужно провязать 4 столбика с накидом и между ними арочки из 1 воздушной. Итак, вяжем в следующую арку 1 столбик с накидом, 1 воздушная, 2 столбик сюда же в эту арку, 1 воздушная, 3 столбик с накидом, 1 воздушная и 4 столбик, 1 воздушная петля. И в следующую арку, вот на бантике, провязываем столбик без накида, 1 воздушная. И снова в следующую арку провязываем 4 столбика с накидом, между ними арочки из 1 воздушной петли. Третий, воздушная, 4, воздушная петля. В следующую арку вяжем столбик без накида. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последний веер из 4 столбиков, столбик без накида в арку на бабочке, на бантике вот на этом. Так, и для завершения ряда 2 воздушные петли, накид, и вот сюда вот у нас уголочек бантика, провязываем столбик с накидом. Пятый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Все ровненько, аккуратненько. Вяжем 6-й ряд. Разворачиваем наше вязание и провязываем вот в последний столбик. Столбик без накида. Это начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Арка. Переходим к вееру из 4 столбиков. Первый столбик пропускаем и между первым и вторым в арку из 1 воздушной провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку между вторым и третьим столбиком. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида между третьим и четвертым. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к следующему вееру. И в первую арку из 1 воздушной между первым и вторым столбиком провязываем столбик без накида. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3 в следующую арку. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, у нас получается 5, 3, 3, 5, 3, 3. Продолжаем вязать по рисунку.
Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных. Вот у нас петля также из 5 воздушных предыдущего ряда. Находим середину этой петли и вставляем крючок в саму цепочку, столбик без накида. Шестой ряд у нас готов. Вяжем 7 ряд, разворачиваем 2 воздушные петли, 1, 2, это начальный столбик с накидом, и еще 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это арка. Далее столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных, 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных. И теперь делаем пико такой же, как и вот в третьем ряду. Итак, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, вершину последнего столбика без накида провязываем столбик без накида. Переходим к следующей арке из 3 воздушных и в нее провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных. 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных. И снова делаем пико, 1, 2, 3, вершину последнего столбика провязываем столбик без накида и столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных. 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Ну вот, подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных, столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, накид, и в вершину начального столбика без накида вот сюда провязываем столбик с накидом. Седьмой ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд, разворачиваем наше вязание, провязываем столбик без накида в вершину столбика с накидом последнего, сюда в уголочек в самый. Туго провязала последний столбик. Так, уложили ровненько, все, провязали. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, арочку из 2 петель пропускаем в следующую арку из 3 петель, столбик без накида. 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, пропускаем пико и в следующую арку столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида. 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, пропускаем пико в следующую арку столбик без накида. Так чередуем арочки 7, 3, 7, 3. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 5 воздушных. Нам осталось провязать арочку из 3 воздушных, и для ее формирования мы сделаем 1 воздушную петлю, накид. И теперь вот у нас петля из 5 воздушных, в ее серединку вставляем крючок, вот непосредственно в саму цепочку втыкаем крючок, провязываем полустолбик с накидом, 3 петли на крючке, закрываем за один прием, это полустолбик. Таким образом мы сформировали арку из 3 воздушных. Так, 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд,
Разворачиваем наше вязание и в образовавшуюся арку провязываем начальный столбик без накида. 1 воздушная петля, накид, и теперь в арку из 7 воздушных нам нужно провязать 5 кластеров из 2 столбиков с одним накидом. Итак, вставляем крючок под арку, провязываем первый столбик с накидом не до конца, накид, сюда же вставляем крючок, второй столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. Вот, кластер из 2 столбиков с накидом, 1 воздушная петля. Второй кластер провязываем в эту же арку, воздушная петля, накид, третий кластер, воздушная петля и четвертый, воздушная петля и последний, 5. Воздушная петля. Провязали 5 кластеров из 2 столбиков с накидом. В следующую арку из 3 воздушных провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, и в следующую арку снова вяжем 5 кластеров из 2 столбиков. В арочку из 3 воздушных столбик без накида. Все, вяжем по рисунку, в каждую арку провязываем по 5 кластеров, между ними арки из 1 воздушной петли. Не забываем провязывать эти арочки. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последние 5 кластеров, 1 воздушная петля, и в последнюю арочку из 3 воздушных провязываем столбик без накида. 9 ряд у нас готов. Вяжем последний 10 ряд, разворачиваем, вяжем столбик без накида в следующую арку. В следующие 4 арки провязываем по 2 столбика без накида, делаем обвязочку 1, сюда же второй в эту же арку из 1 воздушной, в следующую арку 2 столбика без накида, в следующую 2 столбика без накида и в 4-ю арку также 2 столбика без накида между 4-м и 5-м кластером. Так, обвязали первый лепесток, подошли к 2 арочкам вот на внутреннем уголочке между 2 лепесточков, и здесь нам нужно провязать сплит из 2 столбиков без накида. Итак, вставляем крючок в следующую арку, вытянули ниточку, вставляем крючок в первую арку из 1 воздушной петли на следующем лепесточке, вытянули ниточку, 3 петли на крючке, закрываем за 1 прием. Вот такой сплит. В следующие 4 арки по 2 столбика без накида, так, провязали 8 столбиков и снова вяжем сплит из 2 столбиков без накида. Первая ножка на этом же лепесточке, вторая ножка на следующем лепесточке, 3 петли закрываем. Вот так. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, подошли к концу ряда, провязали последнюю арочку между 4-м и 5-м лепестком, 2 столбика без накида. Теперь следующую арку провязываем столбик без накида и соединяем вот сюда в уголочек рядышком с соединительной петлей. Все, делаем закрепку. Ниточку можно отрезать. Вот
так выглядит наш воротничок. Можно поставить на блокировку, но он и так хорошо держит форму. Можно немножечко отпарить. Ниточка плотная, и уже все. Может быть, немножечко вот так потянуть, все расправить, чтобы все арочки, все столбики встали на свои места. Посмотрите, какая красота у нас с вами получается. Нам осталось подобрать пуговичку. Я выбрала несколько вариантов. Желательно брать, чтобы пуговичка была на ножке, как брошечка. Да, вот это хорошо подходит. Это как-то немножко серое. Вот это, посмотрите, какая красивая пуговичка перламутровая. Будем брать с перламутровыми пуговицами. Так, ну, наверное, вот эту пришью. Она так по размерам более подходящим. И нам нужно сделать под нее петлю. Мы оставляли в начале нашего вязания хвостик нити. Вот так вытягиваем. И вяжем цепочку из воздушных петель. И примеряем, чтобы пуговичка легко проходила. Ну, совсем, конечно, не нужно, чтобы болталась. Ну-ка, если мы вот так сделаем, сейчас я померяю, может быть, великовато петелечка, да, наверное, слишком большая. Немножечко уменьшу сейчас, уберу петелечек несколько. Все, доделываем самостоятельно петлю для пуговицы. Да, наверное, вот так мне будет достаточно. Ну-ка, померяем. Да, все проходит. Делаем закрепочку. Прячем хвостики ниток. Пришиваем пуговицу. Ну все, я пришила пуговицу. Мой воротничок готов. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Как видите, вязать его несложно, быстро. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такой очаровательный детский воротничок крючком. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!